Хорошо в деревне летом. Пристает штиблетом. Так а что, слушайте, и зимой тоже романтика. Лопату в руки и вперед погнал перекидывать кубы снега, кубометры снега. Здравствуйте. Зимой основной инструмент — это лопата. Это называется физкультурная лопата. Итак. Приступим. Она мне с крошкой продала. Рубероид-то. А покупал я как без крошки, он дешевле без крошки-то. А мне продали с крошкой. Она подороже. Вот что получается. Вот видите, я направил вентилятор на печку. И сейчас он вот так вот крутится, воздух-то. Не нужно было его туда подвешивать. Он сгорит там, двигатель-то на вентиляторе. Там жара такая. Вот, отлично работает. Снизу дует на печку и все. Посмотрите, сколько там градусов. 25. Это датчик находится внизу, у пола. Вот как перемешивается воздух-то. Давно надо было так сделать, сразу же. Все бы растаяло быстренько. Ах да, забыл сказать, на улице -5. А вот уже выросла температура 25,5. В общем, растет. Очень жарко. Ну что, наконец-то я решился. Вот, и выложил первый ряд кирпичики. Пока что просто так выложил. Здесь печь под казан, здесь русская печь, там мангал. Эту плиту-то я вообще наугад заливал. Никаких проектов не было. А оказывается, вон, тютелька в тютельку, чуть-чуть вон по краям расстояние остается. Вообще отлично подошло. Кирпичики когда выложил, так. Только как я потом возле печки буду класть? Там жарко будет. Вот до сюда русская печка. Вот эти кирпичи убирать, и вот столько расстояния останется. Ходить-то. Ну вот эта куча уйдет. Вот так вот. Купил вот еще строительный песок в Леруа, когда ездили. Вроде ничего. 100 рублей 30 килограмм. Может пригодится для русской печки. Так, мастерки есть, нашел. Завтра начнем, наверное.
По поводу испорченного М2 NVMe накопителя, из-за которого я потерял отснятые видео. К нему прикреплен вот такой вот радиатор, вентилятор, и он грелся 31-35 градусов максимум. Из-за температуры он не мог испортиться. Это новая технология накопителя. Вот такая вот нехорошая штучка мне попалась, видимо, или что. Сырая новая технология. Проверенный, вон SSD накопитель. Сколько лет уже работает. Говорите хранить файлы на отдельном накопителе? Ну, готовые смонтированные видео я и так храню на отдельном жестком диске. Вернее, сразу на двух жестких дисках. Они зеркально копируются друг на друга. Называется RAID 1 массив. Ну, так как там 3 терабайта, половина уже заполнилась. Я купил вон отдельный и буду сейчас туда закачивать вот. Когда отснятые видео находятся на жестком диске и когда их загружаешь в монтажную программу, они долго прогружаются. И поэтому я установил вот такой вот накопитель. И скидывал их на диск C, то есть сразу, где и операционная система тоже находится. Ну, в общем, проблема в качестве вот этого накопителя. Качество не очень, видимо. По поводу того, стало ли в доме теплей после утепления. Как не стало? Конечно, теплее стало. Вон на котле температура воды в радиаторах. Прошлый год я устанавливал 50 градусов, а сейчас 45 градусов. По расходу газа не знаю, не в курсе. Этими делами жена управляет. Угу. Картошка готова. Вкусненько. Какая необходимость строить этот земной печной комплекс зимой в такой мороз, а летом-то что, нельзя что ли построить, сделать? Необходимости-то как раз нету. Это не обязательная постройка. Есть она, нету. Вот взять и построить ее быстренько, быстрее, нету такого. Ну, конечно, она нужна мне, нужна. Но чтобы тратить на это время летом, как-то не хочется. Вот этим летом хотел сделать. Времени не нашлось. Следующим летом тоже не найдется. Есть более великие дела. Как говорил царь Горох, есть более великие дела. Ой, что это я сочиняю-то опять? Царь Горох. Ладно. Добавим противоморозную добавку. Она еще и со льдом. На улице стояла. Горяченькой водички. Итак, ну что, пол у нас теплый, прогретый. Трогаешь так рубероид отличненько, прямо не чувствуется холод. Смесь размесили. Ну и начинать. Наконец-то, да? Начинать. Мажем, перемажем. Что-нибудь намажем.
Первый есть. Ну, если я что-нибудь не так выложу, вот так будем ложить, потом что-нибудь не сойдется, ну и ладно. Дальше уже будем импровизировать тогда. В общем, сделал другой раствор, перемешку с клеем для газобетона. А то этот пескобетон, блин, вообще невозможно с ним работать. То, что кирпич надо смачивать, это не из-за этого. Это раствор такой. Жидко сделаешь, он бежит. Густо сделаешь, это вообще не нанесешь. Этим только фундамент заливать. Вот сейчас другое дело. Раствор, так раствор. Блин, фигню какую-то купил. Уровень мне тут не надо. Зачем он нужен тут, уровень? И диагонали я тоже не мерил. Так примерно. Рулеткой. Но я вначале-то реально тупишки поел. Начал на кирпич мазать. Потом вспомнил, что сразу нужно сюда чик, шлепать. И все. Ну что, с кем не бывает. Сейчас что-нибудь состряпаем. Ну что, первый ряд готов. Ура! И еще 12 рядов, чтобы выйти до плиты, как бы. А потом уже печка пойдет. Печки. Еще много. Ну, сейчас еще один ряд выложу. И потом домой пойду. Одной полежки достаточно. А то жарко, аж в футболке хожу. На улице темно уже. А здесь у меня и светло, и тепло. Просто отлично. А мы продолжаем класть, ложить, 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 положить, наложить. Каша-маляша, пища наша. Зачем я это зимой делаю?
Как зачем? Романтика. Фух. Блин, а я-то думаю, что так жарко? 44 градуса. Трындец. Фух. Ну все. Все, в общем, доделал таки второй ряд. Время уже 8-9 час. Все, пойдем домой. Завтра продолжим. 2 ряда сделал. Уже маленький победа. Скоро Новый год. И поэтому заказывайте новогодние подарки, пока все не раскупили, пока цены не взлетели. Успевайте в интернет-магазине подарки, новогодние подарки, ссылка в описании. Так, интересно, замерзла? Нет, за ночь-то. Печка моя. Так, чем же сегодня нас балуют на завтрак? О, это горячие чебуречки. Отлично. О, какая красивая птичка. Красная птичка. О, еще одна птичка. Много красных птичек. Так, ну что, ночью у нас было минус 15. Пойдемте посмотрим, замерзла ли кладка за ночь-то. Так, что у нас тут происходит? Вот я положил, наклал градусник. Вот он лежит на полу. И температура его 6,2 градуса. Так что ничего не замерзло. Все отлично. Только лишь за исключением того, что мой проект промок. Его закапало.
было тепло, потом стало холодно, и тут все замерзло. Снег стал твердый. Надо почистить заезд, дорогу перед домом, а то жена скажет со своей печкой даже дорогу мне не почистишь. Так, ну что, вот расчистили дорогу, а то жене приходилось вот так вот поворачивать резко. По следам-то тут видно, что в сугроб заехала и походу чуть не застряла. А если бы она застряла, тогда бы утром жена бы меня выдернула из постели в одних трусах и пришлось бы ее вытаскивать. Так, ну что, выложил я 4 ряда за 2 дня. И даже у меня вырисовывается печка под казан. Вон даже дверку поставил, поддувало. Ой. А что так медленно, скажете вы? Да ничего не медленно. Я вообще говорил, что целую зиму буду делать, а вон уже 4 ряда. Мало того, что-то делать, надо еще же с камерой бегать, видео снимать, потом печку топить, потом домой идти, дочь кормить после школы, потом то все, 3-е, 10-е дела. Ничего не медленно, тихонечко построим как-нибудь. Вот еще кирпичи заканчиваются, но не заканчивается еще половина. А еще много надо строить. Надо будет идти кирпичи добывать еще. Колено еще что-то разболелось. Че неладно? Что-нибудь-то. В общем, там еще это. Черная пятница в интернет-магазинах. Ссылка в описании. Там скидки, да что-то. Ну, скидки не скидки, но все равно. Черная пятница, все равно заходите. Покупайте, пока все не раскупили. Ладно, на этом все новости. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите. Всем добра, всем пока. До свидания.